Привет, друзья! Этот торт просто тает во рту. Мягкий, как пух, нежный, пропитанный. Готовится очень просто из простых и доступных продуктов. В большую миску разбиваю 4 крупных куриных яйца. Здесь в миске у меня 60 грамм муки. Добавляю 30 грамм какао и 30 грамм крахмала. У меня кукурузный крахмал. Все перемешиваю. Также добавляю сюда же чайную ложку разрыхлителя и еще раз хорошо перемешаю смесь до однородности. Желательно ее просеять, тогда выпечка получится более воздушной и однородной. К яйцам всыпаю 120 грамм сахара и добавляю маленькую щепоточку соли. Взбиваю яйца с сахаром до такой вот пышной, воздушной, однородной массы. Яйца в несколько раз увеличатся в объеме, сахар растворится. Вот такая вот красота получается. Взбиваю миксером примерно 5-8 минут. Вот такая вот должна смесь яичная получиться. Сюда же просеиваю муку с разрыхлителем, с крахмалом и какао. Аккуратно перемешиваю, можно перемешать на низкой скорости миксера. Главное долго не мешать, чтобы только объединились ингредиенты. Тесто готово. Выливаем его в форму и выпекаю корж в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Готовьте сразу двойную порцию, торт настолько вкусный, что съедается за минуту. А пока печется корж, приготовим вишневую начинку. Беру пакет замороженной вишни 500 грамм, отправляю вишню в сотейник, в сковороду или в кастрюльку и добавляю сахар. На 500 грамм вишни добавляю 4 столовых ложки сахара. Отправляю вишню с сахаром на огонь, на небольшом огне довожу до кипения и растворения сахара. Сахар прекрасно растворится в вишневом соке, который выделится при размораживании вишни. Провариваю буквально 5 минут на слабом огне при слабом кипении, и вишневое варенье уже полностью готово. Снимаю с огня, откидываю варенье на сито или на дуршлаг. И весь сок, который стечет с вишни, собираю, он нам пригодится для пропитки нашего торта. Бисквит уже полностью готов. Готовность бисквита проверяю деревянной палочкой. Если палочка выходит из бисквита сухой и чистой, без следов теста, значит тесто полностью пропеклось. Готовый корж бисквитный разрезаем на 2 или 3 части и пропитываем вишневым сиропом. Бисквит этот можно приготовить заранее, даже за 2-3 дня до приготовления торта, завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике. Крем для этого торта можно готовить абсолютно любой, на ваш вкус, на ваше усмотрение. Я предлагаю использовать отвешенную сметану. Здесь у меня 600 грамм отвешенной уже сметаны, можете заменить ее сливочным или творожным сыром. Также подойдет сыр маскарпоне. К сметане добавляю 400 мл жирных сливок и 100 грамм сахарной пудры. И, конечно, ложечку ванили для аромата. Перемешиваю, взбиваю крем при помощи миксера, не более минутки, и все готово. Посмотрите, вот такой нежный сливочный крем у нас получился. Корж хорошенько смазываю кремом. Я люблю, чтобы крема было много, поэтому кладу его довольно толстым слоем. И этот бисквит настолько универсальный, что его даже можно замораживать. Только представьте, испекли бисквит, убрали его в морозилку, пришли с работы и быстренько собрали торт. 5 минут и готово. Так что на любой праздник, на любое событие вы всегда будете с тортиком. А корж для торта можно испечь хоть круглый, хоть квадратный. Сверху на крем выкладываю вишню. Кстати, к вишне и к вишневому сиропу вы можете добавить немного корицы, ложечку коньяка или вишневого ликера. Конечно, если торт не будут кушать дети. Вот такая красота получается. Вишневая полянка. Буквально по краешку наношу еще небольшой слой крема и выкладываю сверху следующий корж. Кстати, для крема также можно использовать просто взбитые жирные сливки с сахарной пудрой или со сгущенкой. На 300 мл сливок 50 грамм сахарной пудры используем. Можно также в сливки добавить немного желатина, чтобы крем лучше держал форму. Как я говорила, любой крем на ваш вкус можете использовать, и каждый раз вы будете получать торт с новым великолепным вкусом.
Следующий корж также хорошенько пропитываю сиропом. Чем больше сиропа, тем более нежный и влажный получится торт. Если любите влажные тортики, то не жалейте сиропа, получится очень-очень вкусно. Во всех известных кафе, насколько я знаю, всегда хорошо пропитывают торты и пирожные сиропом. За счет этого торт просто тает во рту, и все, конечно же, очень любят покупные тортики и пирожные. Ну а теперь вы знаете этот секрет и всегда легко сможете приготовить выпечку, как из кондитерской у себя дома. Выложили еще один ряд вишни, только посмотрите, какая красота. Также смазываю боковину кремом и накрываю последним коржом. Корж немного прижимаю, чтобы торт получился ровной и красивой формы. А остатками крема покрываю поверхность торта и хорошо лопаточкой или ложкой равномерно распределяю крем по всему верхнему коржу. Торт уже готов, отправляем его в холодильник минимум на 4 часа, но лучше оставьте на ночь, потому что за ночь торты прекрасно пропитываются. Чем дольше торт стоит в холодильнике и пропитывается, тем более вкусным, нежным, сочным и рассыпчатым он становится. Я уже достала торт из холодильника, посмотрите, какая красота! Сверху вы можете украсить торт по вашему желанию. Включайте фантазию и используйте любые продукты, которые есть у вас под рукой для украшения. Я использую тертый шоколад, вот такую вот стружку. Такую стружку очень легко сделать при помощи обычной овощечистки. Берете овощечистку и стругаете шоколад, получается вот такая вот невероятная, нереальная красота. Это просто королевский торт, друзья, на мой взгляд, он выглядит просто потрясающе. Давайте отрежем кусочек и посмотрим, какой он внутри, что за красота у нас получилась. Только посмотрите, сколько нежной, сочной вишни, шоколадные коржи, нежный сливочный крем. Бисквит получается очень нежный, влажный и сочный за счет пропитки. Все это дополняет воздушный сливочный крем, кислинка вишни, вкус совсем не приторный, очень сбалансированный. Смело вам его рекомендую, готовьте на здоровье. Такая вкуснятина выглядит просто божественно, а готовится, как вы сами видите, друзья, очень быстро и просто. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. А также, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь, откуда, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. А я поздравляю всех вас, дорогие мои, с наступающим Новым годом. Желаю всего самого наилучшего. Пусть этот год будет для вас годом исполнения желаний, любви, счастья и благополучия. А я благодарю вас за теплые слова, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Для меня это самая большая награда. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока, любимые мои, и скоро увидимся.